Приветствую вас на канале Орел без решки. Я нахожусь в Турции. В этом ролике мы с вами снимем обзор на самый кошачий отель Сиде Суена. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Поехали. Кошек здесь действительно любят. Коты здесь везде. Коты здесь на пляже, коты на ресепшене, коты в столовой, коты в бассейне. А это целый штаб, кошачий штаб. Здесь им построили, тут их кормят, тут их поят, здесь они живут. На территории отеля есть спа-комплекс Суена Spa and Wellness, который включает в себя сауну, хамам, спортзал и бассейн. Берешь там на стойке полотенце и можно идти в сауну. Можно даже взять несколько полотенец, одним прикрыть тут пояс, другим для того, чтобы не было жарко. Такая обширная зона отдыха здесь есть. И прямо через эту зону отдыха можно попасть в хамам, в турецкую баню. Прямо в спа-комплексе есть спортзал с множеством тренажеров. С утра здесь много народу, вечером уже поменьше. И также здесь имеется крытый бассейн. В этом смысле отель хороший, он круглогодичный, зимой этот бассейн подогревается. И, соответственно, все удобства здесь есть. Раздевалки, чтобы переодеться, полотенце, принять душ и так далее. На территории отеля много бассейнов. Один из них находится рядом с спа-комплексом. Здесь рядом есть услуги по фотографиям, фотошопу и также сразу точка с полотенцами. Таких точек здесь несколько. Одна находится здесь, другая прямо рядом с пляжем. Главный бассейн этого отеля находится рядом с горками. Тут проходят занятия по акваэробике, также здесь играют водное поло. Этот отель особенно подойдет для тех, кто едет отдыхать сюда с детьми. Для детей здесь построен целый город, называется Lollipop Club. А это Лоли Таун. Здесь есть госпиталь, банк, отель, заправочная станция, даже светофоры. Напротив города стоят такие дома, покрашенные в разные цвета. Сюда можно отдать своего ребенка, им тут будут заниматься аниматоры. Лепкой, рисованием, всякими развивающими вещами полезными. Чуть поближе к пляжу находится еще один бассейн. Тут поспокойнее. Он окружен декоративными камышами. Отсюда видно колесо обозрения. И через эти камыши можно уже пройти непосредственно к пляжу. А вот и то, зачем все приезжают в Турцию. Пляж и море. Народу не очень много. С утра был сильный дождь, гроза и ветер. Много людей предпочитают размещаться на пирсе. Пирс здесь выполнен в форме цветка. Вот это сам стебель. В бок, что отходит, это лепесточки. И в середине сам цветок. В середине там бар. Можно попить чай, заказать алкогольные напитки. С пляжа и пирса нашего отеля хорошо виден старый античный город Сиде, в частности храм Аполлона. Вечером он здесь красиво подсвечивается. Можно отсюда даже до него пешком дойти. 20 минут неспешным шагом. Проплывают экскурсионные корабли. Эта часть экскурсионной программы включает в себя старый город Сиде. Они там останавливаются, на купание плавают. И обратите внимание на море. Просто чистейшее море, несмотря на то, что с утра был дождь и чуть ли не ураган. Море здесь кристально чистое. Заход, песок, никаких камней, галек. То есть для детей прямо идеальный в этом плане отель. Рядом с пляжем есть снэк-бар, где можно самому себе сделать бургер. Вот тут жарятся котлетки, макарошки с соусом для детей. А вот сами бургеры, сами котлеты. Помидоры, зелень, лук, маринованный огурчик, 2 краника с кетчупом и майонезом вместо соуса и булочки сами. Так можно все бургеры делать. Даже вот такие есть котлеты, типа люля. Немножко фруктов, яблоки, груши, сливы, бар и салаты. Вернее, не салат, а зелень. Помидоры, огурцы, капуста, лук, маринованные перчики, оливковое масло. Все это рядом с пляжем. И тут можно сесть за столик и это все покушать. В этот раз мы живем не в главном корпусе, вот главное здание отеля. Мы живем в отдельном домике, который находится где-то на отшибе, но тем не менее имеет прямой вид на море, об этом чуть позже. Вон наше окно закрывает его сосна, и это тоже плюс нашего номера. Нас не видят, и мы никого не видим, что там происходит. Вот уже на подходе к нашему номеру главные жители этого отеля, конечно же, это коты.
Такой вот номер. Большая кровать, 2 тумбочки, есть телевизор, гардероб, сейф, есть мини-бар. В мини-баре 4 бутылочки простой воды, фанта, кола, спрайт, 2 газированные, 4 пива. Мини-бар пополняется примерно раз в 3 дня, если их не просить. Хотя должен пополняться каждый день. Такой вот душ, туалет. Дают сразу халаты, полотенца. Есть настенные мыльницы с этой стороны и в самом душе. Место есть, чтобы положить свои мыльно-рыльные принадлежности. Что касается этих пузыречков, их могут не давать. Я вам сейчас одну фишку покажу. Так получилось, что рядом с нашим номером, вот тут наш номер, находится кладовка с припасами, где можно самому взять бумагу, самому взять вот в этом пакете шампуни, что хочешь. Потому что надоедает это постоянно спрашивать, поменяйте нам, принесите, уберитесь. Но это тоже минус, потому что в послеобеденное время обычно люди спят, а тут убираются, и вот этими дверями постоянно так громко хлопают. Это минус. Насчет уборки. Уборка здесь есть. Ну как уборка? Застилают кровать, меняют полотенце, все. На этом уборка заканчивается. Постельные не меняют, полы не моют. Вот, пожалуйста, подтверждение. Некуда здесь вешать, сушиться свои плавки, купальники. Я не придумал ничего лучше, кроме того, как вешать это на балкон, привязывать к самому балкону. Вот наша замечательная сосна, которая здесь используется вместо шторы. И си-вью. Вид на море есть отсюда. Традиционная турецкая выпечка гёзлеме. Можно подойти и заказать. Стоят 3 чаши. В одной из них сыр с мясом, в другой сыр, в третьей картошка. Заказываешь с чем? Это заворачивают в лаваш, обжаривают и на выходе еще смазывают сливочным маслом. Получается очень вкусно. С питанием в отеле все хорошо. Можно покушать в ресторане, который находится между амфитеатром и бассейном. Меню здесь не уступает основному ресторану. Тут есть салаты, холодные закуски, супы, много горячих блюд, гарниры, тушеное мясо, тушеные овощи, картошка фри, представлен гриль, овощи гриль, люля, курица. И даже донор здесь есть. Фрукты здесь не мытые, об этом написано. Но здесь рядом стоит раковина, где можно их помыть. Так, это у нас ужин. Макаронная станция. Это сырок, посыпать макароны, томатный соус. Макароны разного вида. Сегодня день азиатской кухни. Поэтому тут вок, жареные пельмешки. Очень много здесь народу. Это еще мало. Раза в 3 меньше, чем при открытии. 2 краника с кетчупом и с майонезом. И такую вот шрирачу дают. Макароны, курица. Мясо в терияке. Фрикадельки в грибном соусе. Жареный цыпленок в соусе. Капуста и рыба в соевом соусе. Тут у нас зона гриль. Овощи, помидоры, картошка, лук и грибы, картошка фри. Это у нас печень. Написано гриль-выход. Вот так вот они переводят через Google переводчик. Печень — это выход. Курица, рыба, морской окунь написано, а это тунец на гриле. Так, фасоль, сате из морепродуктов, картофель какой-то тушеный в соусе. Из сладкого здесь представлены пирожные, тортики, восточные сладости, пахвала, эклеры, шоколадный пудинг и, конечно же, свежие фрукты, яблоки, бананы, сливы, груши, виноград. Также, если вам надоест ходить в обычную столовую, можно сходить в а-ля карт. Тут есть 4 а-ля карта платных. Это рыбный, итальянский, азиатский и мексиканский. Можно посмотреть меню, ознакомиться и выбрать для себя ресторан, в какой вам по душе придется. Есть 5-й ресторан, бесплатный, он турецкий. В отеле Сёен отдыхают в основном турки, примерно тут их 70%, но и русских здесь не обижают, к ним хорошо относятся. Персонал прекрасно говорит на русском языке и решает все возникшие вопросы. Отдельно стоит отметить анимацию, это целое цирковое шоу. 2 мотоциклиста катаются в замкнутой сфере на высокой скорости. Такое можно видеть только в отелях высокого уровня.
Суэна очень хороший отель, хорошие коты, хорошая еда, хороший пляж. Единственный маленький недостаток – это уборка в номере, но на фоне всех этих плюсов это не будет вас сильно напрягать. И это все за адекватную вполне себе цену. За такой вот отель очень даже адекватная цена. Канал «Орел без решки» – это не только обзоры отелей, а также прогулки по городам и обзоры ресторанов. Подписывайся на канал, если тебе понравилось это видео.